Всем привет, с вами Алла Касаткина, проект «Ладно и я». Сегодня мы поговорим о вопросе одной из барышень, которая комментировала мое видео. И вопрос ее звучит так. Алла, а почему бесполезно посылать манипуляторов и что вообще с ними нужно делать? Начну с ответа на вопрос, да, почему бесполезно посылать манипуляторов. Потому что манипуляторы такие товарищи, которые относятся к разряду непосылаемых. Потому что сколько вы их не посылаете, они, гады, возвращаются, и возвращаются обычно, предлагая вам вместе с ними прогуляться туда, куда вы их посылали. Но суть не в этом. Когда они каждый раз возвращаются после посыла, они приходят с более изощренной манипуляцией, потому что они точно понимают, что вы-то их послали не просто так, неспроста вы их послали. Потому что в тот момент, когда вы вспыхнули эмоционально, в тот момент, когда вы потеряли контроль над собой, потеряли контроль над ситуацией, он как раз вас и выдал с головой. Потому что в этот момент вы показали свое самое уязвимое место. И пока манипулятор ходил посланным туда и обратно, он продумал новую свою стратегию. Как он еще больнее, как он еще искуснее ужалит вас в это ваше уязвимое место. И что получается? С одной стороны, вы вроде как послали манипулятора, а с другой стороны, вы сами себе сделали медвежью услугу. Какую? А вы позволили ему отточить кинжал, которым вам же будет нанесен удар либо в лицо, либо в спину. Манипулятору пофигу. Его задача получить то, чего он хочет от вас. И если вы хотите действительно послать манипулятора, ваша задача научиться не давать ему то, чего он от вас хочет добиваться. То есть научиться сохранять холодной свою голову, трезвым свой рассудок. И тогда вы сможете действительно без посыланий их туда отправить, куда бы вам хотелось, чтобы один раз ушли и больше не возвращались. Поймите, как только манипулятор понимает, что он от вас ничего не получит из того, чего он хочет, как только он понимает, есть манипуляторы, которым от вас ничего не надо, им надо вас зацепить за живое и просто пожрать ваши энергетики. Хорошую они есть не могут, они питаются только плохой. И когда он понимает, что плохого из вас он ничего взять не может, вы для него становитесь неуязвимой, неинтересной, скучной. Он теряет к вам вообще всяческий интерес. И вот как этого достичь? Там внутри у вас есть то, что болит, за что вас постоянно цепляют, на что вы постоянно реагируете, попадаетесь, ведетесь, выбалтываете то, что у вас болит. И вот это больное место нужно научиться защищать. Естественно, я как психолог порекомендую вам сходить к специалисту. Понять, что же там такого держит вас, что вас легко поймать за живое именно в этом моменте. Почему вы так легко поддаетесь манипуляции именно в этом? Потому что там сидит, скорее всего, ваша боль, неудовлетворенная потребность или ощущение, что вы, вернее, обесценивание самой себя. Не обязательно вы сами себя обесценили, кто-то мог обесценить, но вы с этим смирились, и поэтому это уже идет ваше обесценивание самой себя. И именно эти вещи делают нас максимально уязвимыми. Но как только вы понимаете, в чем вы уязвимы, и что вас могут на этом пробить, подскажу сейчас важную фишку. Но сначала надо разобраться, на что вы ведетесь и почему у вас каждый раз это болит. Как только вы разберетесь, можно сыграть с манипулятором в такую игру. Он пытается нанести вам укол своим кинжалом, который он уже успел отточить многократно, а вы идете навстречу этому кинжалу и говорите: да, да, так есть. Что я могу поделать? Это правда. И меня это может злить, или я могу проиграть, от меня могут все отказаться, ты мне можешь не поверить, или я могу быть недостойной тебя. То есть то, чем вам манипулируют, вы говорите: да, так и есть. То есть обычно манипулятор идет, строит свою тактику на том, что он вас чем-то пугает, что может произойти что-то страшное. Сыграйте на опережение, скажите, что это страшное уже случилось. Если вы не готовы сказать это,
там внутри еще все болит, вы не отработали это со специалистом, учитесь улыбаться перед зеркалом. Просто вам говорят гадости, вас качают на эмоции, а вы просто улыбаетесь. И про себя можете повторять фразу «это не обо мне». Это не обо мне. И это будет ваша защита. Но для того, чтобы у вас это хорошо получилось, надо хорошо потренироваться. С вами была Алла Касаткина. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Будут вопросы, пишите в комментариях. Буду снимать новые видео. Всего вам доброго, пока-пока и до встречи в следующих видео.